Здравствуйте еще раз. Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, управление смыслом. Данная тема подразумевает то, что смысл действия в динамике развития может меняться. Например, когда человек находится в управляющем уровне, он может, например, используя управление смыслом, менять координатную систему. То есть, если уровень смысла – это некая опорная точка в действии, то тогда, если мы имеем технологию управления смыслового оттенка, то мы можем опорную систему действия, в принципе, видоизменять. И тогда оптические проекции действия или связи событий, они начинают быть управляемыми именно в тонком, то есть в смысловом, кстати, тоже плане. То есть смысл в разных точках, он может обладать унифицированным свойством однотипности. Предположим, смысл всего действия оздоровить человека или полностью излечить в случае каких-то сложных проблем, то на любом уровне управления мы имеем один и тот же смысл. То есть линия смысла, она пролонгирована на уровень бесконечного действия. Тогда получается, что исходя из этого мы получаем замкнутое колесо, некое такое, колесо вечности или структуру вечного развития, где, например, смысл вечного развития – это тоже замкнутая система. И получается, когда мы вводим систему управления смыслом, то бесконечные величины имеют вид конечных объектов. Как я объяснил, некое замкнутое колесо, имеющее однотипную систему развития. В этом случае мы можем вполне вести следующую систему управления. Например, перед человеком стоит некая задача, тогда он может встать в позицию постоянного осознания смысла, то есть вертится, скажем так, колесо или некая информация разных смысловых оттенков, и он просто путем концентрации воли улавливает какой-то уровень и его где-то на уровне наращивания волевых концентраций усиливает и фиксирует, и все, и позиция решена. То есть достаточно уловить смысл на уровень личной воли, и вы получаете решение проблем. То есть не нужно где-то в сторону производить управление, достаточно своей точки зрения. И получается решение проблем, потому что вы это колесо фиксируете. А колесо, смысл, он и везде есть смысл. Смысл жизни в вечном развитии – это та же самая жизнь. Поэтому управление макрореальностью достаточно сделать фиксацию одного смыслового оттенка на воле, идущей к себе, концентрация воли к себе, в чем особенность данного механизма, вы набираете волю события перед собой. То есть, если в обычном управлении вы делаете управление, например, от себя, это, в принципе, тоже, конечно, обычное, в общем-то, управление, просто оно векторально направлено к себе. И вот здесь, когда мы начинаем думать, а как вообще направить вектор, как сформировать волю, действующую возле себя, но не напрягаясь. То есть, событие свершилось в информации, в будущем, вы на себя поток концентрации направляете и получаете структуру именно бесконечного уровня управления. То есть вы получаете то, что все события, которые происходят в мире, они к вам приходят даже не через оптический уровень восприятия, а в той реальности, где оптическая фаза еще не выявлена. Потому что в смысловом уровне понятие смысла может быть выше, это может быть уровень до оптики, до уровня восприятия, потому что восприятие формируется тоже в смысловом оттенке. Получается, если вы управляете смыслом, то вы должны конфигурировать восприятие. Восприятие – это есть тоже некий смысл. Зачем вы что-то воспринимаете? Если вы, например, смотрите с точки зрения Бога, то есть как Бог в данном случае рассуждает, вообще в чем смысл действия для Бога, то есть зачем Он каким-то тем иным каким-то образом или каким-либо средством, путем, зачем Он создал что-либо, например. Вот смысл действия Бога, в чем он состоит, например. И тогда мы видим, что если поставить вопрос так, то, например, в чем смысл создания человека Богом, с точки зрения Бога. Так вот здесь именно смысл имеет такую же обратную величину. То есть смысл в том и есть, что это и есть смысл действия Бога, обратная величина. То есть для Бога, что вектор туда, что обратно, это одно и то же. И когда мы, то есть изначально Бог имеет некую абсолютную субстанцию, что его действие уже наполнено, бесконечным смыслом. С точки зрения человека в проективном варианте это понятно, логически.
И, следовательно, если, например, человек концентрирует волю к себе от совокупности событий, то он фактически строит мир в той реальности, которую он воспринимает. Вот здесь очень четко структура мира может видоизменяться очень жестко и быстро. То есть миллионы, там, миллиарды километров могут смыкаться в структуру одного действия. Вот смысл действия в бесконечности или смысл действия вот перед собой – это одно и то же в структуре восприятия. Когда мы ось смысла или там, вертикальную, если горизонтальную, любую, смысл имеет бесконечное количество осей. Значит, начинаем двигать, то мы получаем сокращение расстояния, времени. И если мы работаем над задачей, то получается, что смысловое действие задачи часто перетекает как бы выбор следующего смысла действия. Сохраняется первичный смысл, да, получения цели управления, но стоит только человеку войти в структуру управления, ну как бы всем телом, так скажем, да, в логическом восприятии, он может получать следующее. Что есть следующий смысл? Вот зачем он сейчас действует так, хотя это подзадача. То есть первичную задачу он, конечно, помнит и знает, но в следующей задаче же тоже есть следующий смысл действия. Получается, что таким образом человек контролирует систему, ну как бы более ранних, то есть логических связей, то есть он наращивает систему своего восприятия до уровня полного контроля. От первичной задачи до следующей. То есть если мы вспоминаем, с каким смыслом мы действовали в каждой системе, то есть бывает достаточно в одном управлении сделать управление, и оно совершается. Но бывает система управления, где смысл приходится держать под усилием воли следующего действия. То есть, и тогда получается, что это и связующее звено. То есть путем смыслового действия человек как бы организовывает путь от события к себе. Вот если мы зададимся вопросом, да, во всеобщей связи, значит, всегда есть связь между всеми объектами. Но человек, с точки зрения Бога, он должен создавать все элементы самостоятельно. Вот как сделать так, чтобы с какого-то элемента там, реальности взять и притянуть какую-то к себе оптическую систему. То есть завязать на себя, да, подвести к себе. Как это сделать? То есть нужно иметь смысл действия. Зачем нам нужно эту систему привести к себе? И поэтому в этом понимании смысл действия это есть конечная, то есть где конечная величина выходит в бесконечную систему уже обратным образом и одновременно бесконечное действие. То есть чтобы вылечить заболевание, смысл изначально понятен. Вот есть системы, которые, вообще говоря, не нуждаются в понятии там каких-либо детализаций, что ли, смысловых действий в структуре постановочной. Ясно, что человек должен быть здоров. Поэтому понятие лечения там, или оздоровления это есть уже детализация, смысл действия в случае технологического применения. Тогда получается, что для бесконечного развития такие величины организовывают как бы самостоятельный смысл там, ну, существования элементов реальности. То есть если человек углубляется в бесконечное развитие, то он начинает видеть, что элементы реальности имеют, естественно, какой-то самостоятельный смысл существования. Это и так ясно, но они имеют как бы смысл сами в себе. Вот смысл действия какого-то вещества там, или существа в будущем, ну, там, вида, там, предположим, животного, растения, естественно, в особенности вот человека, как бы управляющего такого уровня, здесь всегда рассматривается как смысл как бы и автономный вот, в бесконечном развитии, да, но автономность всегда связана в общей массе связи. То есть смысл одного действия и другого привязан именно во всеобщем развитии именно к уровню личного, локального действия человека. То есть смысл личного действия человека, он всегда один, он как-то автономен все равно. И бесконечная масса информации становится управляемой. Потому что когда человек выводит бесконечное развитие свой собственный смысл, он попадает в структуру, ну, некого такого, знаете, как бы шаровидного, что ли, уровня в геометрической проекции управления, когда вот именно его действие, то есть смысл его действия, или некий такой как бы волчок смысла, там постоянно как бы крутящийся шарик в отдалении виден, который регулирует вот это макропространство. То есть смысл действия регулирует очень большие массивы одновременно, автономно, как бы, одновременно влияя на все окружение, смысловое причем. Очень важно, что здесь следующий массив, он тоже осмыслен, он имеет смысл. То есть человек не занимается там бесконечным количеством процессов в данном случае.
он работает именно в структуре смысловых связей. Вот для чего нужна, например, личность человека, да, в полноте появления, там, например, в бесконечном развитии, потому что личность наполнена смыслом личных связей человека, да, и всей реальности. Так же, как Бог осмысленно делает все системы управления, Он сам рождает данный смысл. И вот чтобы человек действовал как уровень действия Бога, он должен тоже рождать смысловое действие. И вот это вот рождение смыслового действия, это уже привлечение из бесконечной величины действия сюда структуры конечного уровня. А структура конечного уровня – это и есть существующая реальность. И она не просто как бы, вот, ну, то ли как бы развертывается сейчас, она созрела и возникла в момент организации души человека. Вот здесь мы видим смысл организации души. Душа всегда видит свою точную траекторию развития. И в какой-то момент мы попадаем, мы видим здание, но это есть зрение и действие души. Зрение, восприятие, действие души, тела, Бога в совокупности. То есть Бог присутствует здесь таким образом, что Бог дает знание через развитие души. Мы видим, что душа развилась сюда. Тогда мы видим путь души. Вот здесь уже возникает оптическое проявление. До этого я сказал, что мы можем на уровне смысловых действий выйти до оптического уровня. Просто смысл – это есть осознаваемая, опознаваемая величина, да, в личностном контексте. А когда мы видим вот этот мост, связующий вас с первоначальным своим уровнем развития, как бы в действии организации, мы можем варьировать уже начальное смысловое действие во всеобщих связях. То есть мы можем, так же, как я показал сейчас, управление там, макромассивами, да, бесконечными, потому что каждое действие бесконечно сворачивается как бы в некое колесико. Здесь мы имеем уже управление коллективной фазой сознания. То есть если есть некая проблема, связанная с действием многих людей, и эти действия таковы, что они могут быть, ну, там, проблемными, возможно, здесь может быть такой вариант, что действия этих людей, они ну, могут быть как бы неправильно как-то проявлены, тогда достаточно выйти в смысловой уровень как бы корневого действия, в фазе коллективного сознания, увидев начало фактически развития как бы действия души. То есть душа на самом деле она всегда имеет макросмысл. То есть вот понятие именно как таковое развитие некого набора знаний, это понятие здесь оно просто видно как динамическое свойство души, но при этом развитие знаний, набор знаний часто не является смыслом действия души. Для души есть прямые задачи. Например, траектория развития души, вот человек должен появиться в такое-то время, в таком-то месте, и душа это воспринимает, вот ее прямое зрение, да? А что он там будет человек делать, набирать знания там, или, там, например, не набирать знания, чем он будет заниматься, часто это не всегда задача души. Как бы, потому что задача души имеет смысл прямого действия Бога. Задачи души это в основном задачи, поставленные Богом при начальном уровне создания души. То есть душа создана уже на максимально высоком уровне, там как бы на понятие набора знаний это достаточно, в общем-то, условная величина. Набор знаний – это уровень действия души. Вот знание как действие души. То есть душа в смысловом аспекте, действуя, создает знания для человека. Значит, в данном случае ясно, что душа – это генератор знания для самого же человека. И, следовательно, человек – это автономная все-таки система. Бог всех создал свободными. Достаточно рассмотреть оптический уровень развития души в будущее, и вы получаете знания, которые перед вами. Ну, то есть, увидев себя изначально, да, от сознания Богом, видя, как развивается оптика души, уже проявленная Богом, вот здесь четко видно, кстати, очень важный момент, именно оптическая фаза души, которая развита Богом, то есть смысл действия Бога по отношению к вам, он же уже сразу ясен. Вот, как бы в истории развития информации понятно, что если вы что-то видите изначально, значит это было кем-то создано, да? И мы четко, очень просто дифференцируем линии, созданные Богом. А следовательно, мы очень просто по ним просто, ну, как бы можем ходить или там на них смотреть, стоит только на них посмотреть, знания уже есть.
Следовательно, человек никогда не может находиться в пространстве, лишенном ориентации. То человек всегда осмысленно воспринимает все происходящее. Более того, у него есть любые механизмы для решения задач. Смысловых систем очень много. Если одна смысловая система не работает, быстро, по крайней мере, да, в данной системе, смените смысловую ось. Вот есть какая-то жесткая задача, да, ее нужно решать, вот она как бы какая-то сложная. Смените задачу. Вам надо куда-то пройти, вот смысл действия. Сначала надо посмотреть вокруг, пройдите чуть-чуть, мысленно или реально. Но смысл же везде одинаковый. Если вы решили эту задачу, то смысловой аспект вашего опыта перебрасывается на решение макрозадачи, да, унифицированные связи. Следовательно, смысл решает задачи как бы в контексте любого вашего развития. Так рождается знание души. То есть вы видите, как душа передает вам же знание, получается, да, как бы, ну, физическому телу, так скажем, рассматривая в данном случае тело как, например, уровень реализации души, именно во всеобщих связях, да, физические там всеобщих связях, мы видим, что есть же понятие не просто там информационные связи, есть физически всеобщие связи. С точки зрения того, что мир устроен по аналогиям, да, и подобно тому, как Бог вечный дает жизнь вечному человеку, то коли уж в информации мы мысленно можем связать любую систему с любой другой, проблем в принципе нет. Взять и там информацию какой-то там звезды, цивилизации, там, да, например, взять и сжать, например, с уровнем развития Земли. Мысленно. Какие проблемы? Нет проблем. Получается, что на физическом уровне должна существовать такая же система развития. И в смысловом варианте это очень полезное свойство. Тогда, получается, в физическом уровне человек должен достичь любой системы физически. То есть, если есть какая-то там отдаленная галактика, значит, в принципе, он ее должен вообще-то достичь со временем, пусть даже. И, следовательно, смысл развития перебрасывается там в какое-то пространство, строятся какие-то корабли там, и так далее, осваивается космическое пространство. То есть цивилизация развивается в смысловом аспекте не просто потому, что человек, например, захотел там, вылететь в космос, а потому что есть законы развития физической материи. И эти законы формируют сами, вообще говоря, атрибуты и аспекты физической материи. То есть почему, например, первый вылет в космос это есть некий там космический корабль на ракетоносителе, потому что линейная система развития, там транспорт, предположим, да, это и следствие опять материального развития в следующую систему, другой формы. Тогда получается воздух как система, некая там, как носитель знаний, да, как носитель знаний, уже идущий от Бога, то есть воздух создан Богом. Например, такое положение рассмотреть. Это есть тоже материальная среда, но которая, репродуцируя, например, жизнь человека, дает решение задач для души человека. Но это как бы такая несколько сложноватая вот именно в контроле за распределением информации конструкция, казалось бы, да, я то есть через воздух показываю, что воздух это тоже знание, да, получается, данное Богом, с точки зрения Бога. Для него все есть знание. Воздух, там, молекулы, планеты и так далее. Так вот, когда человек к этому продвигается со смыслом, например, своего вечного развития, то он четко получает очень четкую координатную ось, где есть смысл там, всеобщего развития, да, где его личный смысл. Вот его личный смысл здесь, он должен сейчас что-то сделать, вот эта ось, как бы, которая отделяет всеобщий смысл, но как только он начинает продвигаться к понятию всеобщего смысла, ось как бы нивелируется и получает сам человек. То есть всеобщее развитие нужно прежде всего вообще самому человеку. То есть он это видит визуально просто. Он видит, что всеобщее вечное развитие, то есть он сам как бы в реальном, что ли, движении именно в бесконечное будущее. Тогда получается, что бесконечное будущее, то есть человек сам себя отсылает в бесконечность, и бесконечно управляемо самим человеком, который из-за оптического же свечения находится здесь. Тогда получается, что понятно, почему Бог создал оптическое проявление. Оптика дает, или элемент восприятия, да, дает, например,
уровень визуализации и уровень собственного развития. То человек сам создает практически свое бесконечное будущее в данном случае, там, в общем-то, как бы в интерварианте, видимо, то есть как бы в внутреннем варианте, не экстравариант, а интервариант. То есть он как бы изнутри подходит как бы к системе, что ли, своего будущего в развитии. Получается, что если мы берем какой-то, предположим, как бы экстра, то есть внешний вариант, или экстра еще есть смысл как бы уровня экстраполятивного управления, да, или экстра это высший уровень, да, то есть связь с некой высшей средой. Здесь получается, что мы видим, что внешнее управление или интраполятивное управление, они смыкаются в структуре опять вот этой, ну, как бы логической системы связи. То есть мы видим, что система развития такова, что если человек имел какие-то системы реализации, да, например, там бывает, что в реинкарнациях идут уровни реализации, то любая система, она выявлена в своей полноте. Вот здесь, если с точки зрения буддийской теории реинкарнации, мы рассматриваем, например, смысловые системы, зачем нужны реинкарнации, например, то здесь видны аспекты реализации личности во всех проявлениях. То есть, как только человек находится на определенном уровне, там, следующей как бы реинкарнации с точки зрения буддийской системы, то он имеет здесь такой уровень развития, что на более высокой реинкарнации он может, например, регулировать предшествующие фазы развития. То есть они практически с ним связаны все время, да, в реальном времени. То же самое Бога, все реинкарнации всех людей, да, как бы вот именно в буддийском, что ли, варианте воплощения там коллективного сознания, то получается, что здесь для Бога все сводится к развитию его личности с точки зрения развития этих людей. То есть Бог видит, как бы вот, получается, смысловое развитие своего действия в развитии людей. То есть Бог сам себе формирует смысл, который, в общем-то, понятен человеку. Ясно, что логический человек, который создан Богом, понимает, что его развитие это есть и задача Бога тоже, да, то есть у Бога стоит обычная, в общем-то, получается, да, человеческая задача развития человека в смысловом действии. Тогда мы начинаем видеть, где именно ткань души, скажем, вот именно структура души формирует как бы следующее пространство. Вот, например, мы смотрим там на какую-то планету, галактику и воспринимаем смысл существования, да, данной системы, отдаленной, например. Но ведь в лечении заболевания, например, мы стараемся все время нормировать. То есть наша задача на самом деле нормировать следующую систему, вот, которая находится за уровнем, предположим, некого действия. Да? Вот, например, есть действие, за уровнем действия есть бесконечная жизнь. Тогда получается, что эта бесконечная жизнь опять же приходит к вам. Вот как в смысловом уровне развития, например, оптических систем, так и смысл бесконечной жизни в том, что вы сейчас живете. И, следовательно, вот это вот колесо бесконечной жизни обязательно вас, ну, по крайней мере, оно задевает вас. То есть есть уровень, который всегда существует как обратная система, идущая к вам. То есть единичная жизнь уже означает бесконечную жизнь. И когда вы начинаете осознавать вот этот уровень, да, ну, некий лозунг, да, который там Бог воспроизвел для всеместного познания, тогда получается, что Бог обладает, скажем так, способностью, Бог понятно, что обладает любой способностью, в данном случае именно человеческой, скажем, способностью переводить в слова системы действий, системы развития. То есть, чтобы человек правильно понял какую-то систему, достаточно в социальной среде какой-то там лозунг, слово вставить в управление, или его поставить правильно вот в оптике, и управление совершается. Например, слово «идея» мобилизует человека к тому, что он создает идеи. Если мы ставим слово «мир», то человек ориентирован на мир, да? Безусловно. То же самое действие, вот, показанное здесь слово и как бы макроинформация. Например, мир — это может быть мир вообще. Не просто мир как спокойное, да, развитие цивилизации или общества, но просто мир вообще. То есть третий смысл и так далее. Тогда получается, что если мы рассмотрим механизм создания слова до его организации, то есть смысловой уровень создания слова, зачем было создано слово, в чем смысл?
чем смысл вот, создания слова «мир»? Почему мир назвали именно словом «мир», например, да? Значит, ну, предположим, мы можем брать и это слово переворачивать. Ну, предположим, как бы читать наоборот или там каким-то образом использовать буквы, их расставлять в разном порядке и так далее. Но при всем при этом слово «мир» для человека означает именно, например, вот там, предположим, два значения мира. Но в слове «мир» есть еще слово «мира», да? Есть мира всего, а есть, ну, предположим, это то, что мироточит, да, мира. То есть, ну, мир точит, предположим. То есть мы можем через слова создавать, например, там, следующий логический, выточенный мир и так далее. То же самое. Если мы имеем структуру жизни, то как только мы начинаем рассматривать понятие жизни в структуре информации в бесконечном развитии, то мы, так же, как, ну, предположим, как пример работы слова, мы можем по аналогии считать, что жизнь имеет многовариантное проявление. И при этом, если есть какая-то проблема, то существует же тот вариант, что проблемы нет. Логически он существует. И реально, кстати, существует. Это мощнейшая тема управления. Переходить на структуру смыслового управления, где нет проблемы. И вот как только вы внутри осознаете, что проблем нет, она решается. Вот это, кстати, часто бывает у большого количества людей, в основном при каких-то, особенно массово-социальных процессах, это мощнейший механизм решения проблемы. Именно там, как бы смысловая система управления, когда человек внутри себя с определенным смыслом для себя решает, что нет проблемы. Или, по крайней мере, он убеждается, что смысл данного действия находится вот в этом, в чем-то конкретном. Как только он хотя бы фиксирует ситуацию, вокруг него происходит смена, ну, каких-то управляющих систем, причем во всем мире, кстати. Вот работа с элементами управления смыслом, как раз-таки это работа с информацией всего мира сразу, где, например, смыслом вечного развития является, например, часто единичное действие. Если человек сделал единичное действие, то он может просто логически посчитать, так, если оно произошло, есть же смысл тогда это делать вечно, то есть больше смысла как бы делать это вечное количество лет, больше можно задачи решить. То есть вы можете себе какие-то логические схемы ставить и в рамках логических схем развивать систему управления. Это уже практически недоступная для внешнего влияния система. И причем логический элемент, который вы воспроизвели один раз, он обладает свойством выхода, опять же, во внешнюю информацию, именно смысловое управление реальностью. Получается, что как бы парадигма мира, да, она, как бы она ни менялась, но человек принял смысловое некое решение или принял со смыслом некого там, следующего конечного или бесконечного действия, и получается, что устойчивость достаточно велика. В некоторых случаях устойчивость практически абсолютная. И когда вы доводите управление до уровня абсолютной устойчивости, то тогда, вот, например, может быть мгновенное излечение заболевания, может быть мгновенное решение вопроса, что даже как бы не существует сам вопрос, если он проблемный. Вот обратите внимание, в этой технологии возможно вывести из круга как бы обращения, да, там, вытащить с этого колеса как бы, ну, развитие событий, именно проблему полностью вытащить. То есть, если в проблеме как бы такая позиция, что она не имеет смысла, да, для вас, то есть, то тогда вы можете переориентировать, что проблемы не существует, потому что это не имеет смыслового аспекта вот в данном случае, или вообще не имеет. Как, например, разрушение, деструкция вообще не имеет смысла. Вот, как бы это действие, да, по отношению, например, там, к любому объекту. И вот как только мы начинаем подходить к такому действию вот, в осознании, то получается, что, например, система любой деструкции, там, включая органического плана, да, это то, что не входит в понятие смыслового действия от первичного заложенного уровня. То есть первично заложенный уровень бесконечная жизнь, деструкция там, и так далее. Мы имеем как бы ну, такую вот позицию управления, что исходя из этого, как бы мы
фактически делаем управление на бесконечное развитие. И, в общем-то, когда, например, система, например, да, бесконечного развития такова, что мы следующий как бы смысл, да, действия приводим к себе, то есть для чего вообще происходят какие-то явления, в чем их смысл? Вот, например, есть линейное логическое явление, да? Вдруг оно как бы попадает в какую-то хаотичную область, да, например. Просто вот есть спокойное развитие ситуации, потом возникает некая там диспозиция. Вот в чем смысл такого проявления в жизни человека? То есть человек приходит к тому, что он должен сориентироваться в ситуации, исходя из первичного смысла, и постараться понять или там сделать управление, почему вы, например, имеете структуру именно бесконечного развития, и из хаотичного как бы смысла, да, получить смысл бесконечного развития. То есть если человек находится в каком-то действии, как сделать так, чтобы любое его действие было направлено на как бы бесконечное развитие. Каким образом это можно сделать? И как бы получается, что в данном случае есть первично заложенный смысл, который как бы двигает человека, да, вперед. И вот человек, который осмысленно принимает решение, ну, именно как бы вот прологированное решение. Любой человек, конечно, осмысленно принимает решение. Но когда, учитывая, что любое как бы управление идет как осмысленное, да, например, происходит какое-то действие, вот линейный процесс. Зачем Бог сделал и создал, например, нелинейный процесс, некое хаотичное действие? Вот как раз прямой пример, да? То есть идет линейный процесс, зачем нужна нелинейность как бы в решении задачи? Потому что линейное, смысловое выявленное действие – это как бы однонаправленное действие, которое имеет только одну ось развития, и получается мы не имеем системы внешнего контроля, да, за ситуацией. Если мы имеем систему внешнего контроля, то это все равно же некое внедрение, да, внешнего, ну, как бы в информацию или там в действие. Поэтому, чтобы нам как бы технологию развития с точки зрения внешнего контроля перевести на текущий процесс, то мы, собственно говоря, должны здесь четко понимать, что Бог создал всю реальность, где существует внешний смысл его действия, да, там, например. Но действие Бога всегда показано человеку, как бы, да, вот, например, в определенном проявлении внешней величины. То есть, если посмотреть на реальность и сказать, что для чего, например, там стоят дома, да, в большом количестве, ну, для чего, например, человек, предположим, скажем так, с точки зрения действия совершает те или иные поступки, то здесь получается, что вот именно внешний смысловой аспект развития реальности всегда содержит действие человека в бесконечности. Именно бесконечно. То есть, когда человек развивается бесконечно, он всегда может осмыслить предшествующее действие, да? Зачем оно произошло, ну, как бы задним числом, да? И тогда получается, что выход человека один остается, вот именно в хаотичных, как бы так называемых процессах. Именно жить бесконечно. Тогда он может понимать с развитием времени, ну, как у людей бывает там зачастую, что какие-то те или иные процессы происходили в тот момент, потому что, например, ну, скажем, следующее развитие было таким-то. И он как бы таким как бы задним числом, что ли, начинает как бы выводить управление под себя, вот сейчас уже. То есть стоит только человеку задаться смыслом именно бесконечного развития, как он как бы моментально начинает выводить управление под себя из своего будущего развития. То есть он развивается точно тогда, потому что он свое будущее видит. И исходя из этого, получается, что тогда, в принципе, вот, например, там, лечение, кстати, заболевания у других людей, да, вот это мощная, на самом деле, целительская система, умение увидеть свой собственный путь в бесконечном развитии, тогда ясно, что вы, видя точно свой путь, да, идя по нему точно, обладаете некой такой канонической системой, что ли, связей, и если у человека какое-то заболевание, то достаточно ему воспринять ваш как бы сигнал, он восстанавливается. Вот для этого вы можете ему передать технологию, показать, как вы идете и так далее. И получается, что смысл действия как бы другого человека, он такой, что
вы, значит, начинаете видеть систему управления таким образом, что, значит, исходя как бы из, ну что ли, будущего вечного развития, вы видите, почему Бог создал людей именно такими, что они должны, например, размножаться, что они должны, ну, например, биологическим путем, да, почему они должны иметь каждый, собственно, полную свободу воли, потому что смысл действия Бога – это все-таки во всеобщем развитии и информационном, и материальном. То есть человек должен фактически уметь достичь, например, или сознанием, или материально любых элементов, где сопоставимые системы работают. То есть если он сознанием достигает, что есть молекулы, там смотрит через микроскоп, предположим, то, или там ясновидением, да, то материально, формально, вот, или даже фактически, так скажем, те системы, которые существуют материально, человек их должен уметь при желании достичь. То есть информационная и материальная система начинает замыкаться. Также для Бога Бог может быть в любой точке информации, да, как бы ментально, информационно. Также Он фактически может быть в любой системе реальности, физически. Тогда получается, физическая система реальности – это система репродукции смыслового движения Бога и человека одновременно. То есть смысл движения Бога и человека – это постижение всей реальности, управление всей реальностью. Но тогда смысл управления, который передается человеку, он такой же. Человек должен уметь управлять всей реальностью, чтобы, значит, работать, ну, как бы действенно аналогично тому, что ему показал Бог. Как только человек начинает управлять всей реальностью, у Бога возникает следующая задача. Задача научить, да, человека создавать реальность за счет там, ментального действия, да, волевого действия. Как только человек учится там, создавать реальность, или там, он уже научился, возникает задача личностного постижения Бога именно в прямом контексте Бог-человек. То есть человек познает Бога напрямую. И тогда, получается, личность человека и личность Бога выходит на уровень взаимодействия, человеческого взаимодействия, кстати. То есть человеческое развитие, оно при этом имеет смысл развития в сторону действия Бога. Но изначально в молитвах, я сейчас показал, почему вот этот рост молитвы или там обращение к Богу, он как раз-таки проходит уровень и материального, и информационного. То есть материальный человек, да, физически выявлен, обращается к Богу на уровне как бы информационном, но в структуре мышления он может делать управление смыслом, формируя мысль. Вот мысль – это есть система, корневая система вообще вот мышления, то есть мысль – система управления, да, например, структуры сознания, а корневая система мышления – это и есть смысл в том числе. И поэтому, когда мы хотим мысль, например, расформировать или организовать физически на уровне как бы информационных процессов просто, да, мы должны, получается, закрепить смысловую систему под каждым уровнем мышления. То есть, может быть, даже под одним каким-то принципиальным в сторону как бы управления, и тогда мы получаем когерентную систему. То есть, вот есть несколько мыслей, да, несколько систем развития. Кстати, я сейчас показываю очень простую, как бы механистическую, даже механизированную, потому что там возникает взаимное движение мыслей, систему, что как только вы ставите управление на структуру как бы следующую, да, то есть вы получаете цель управления, все другие мысли сосредоточены, например, туда же, да, как бы, но есть же мысли другого типа, которые как бы определяют некие другие действия, там бытовые, третьи, как бы незначительные. Но если вы видите структуру организации мышления и ставите смысл действия, ну, например, там, по макрозадаче, то есть концентрируетесь как бы, да, в следующем уровне, то все мысли начинают светить в одну сторону. И тогда по структуре любой мысли рождается смысл вашего основного действия. То есть вы мобилизуете всю свою личность на организацию той реальности, с которой вам надо справиться. И в принципе получается, что или с которой нужно так проуправлять, чтобы там, например, сложилось гармоничное действие. Часто гармоничное действие – это достаточно конкретное и волевое длительное управление. И исходя из этого, вы начинаете как бы вот здесь именно видеть то, что идет слияние слова и мышления. То есть, например, мысль, рождающая слово, она такова, что слово начинает как бы замыкаться в мысли. То есть слово
сокращается в произношении даже. Ускоряется скорость произношения слова, по крайней мере, на уровне мышления, это можно проследить, часто физически. То есть можно там сказать, например, кусочек слова, а другие все понимают. То есть как бы общение через оптику, да, телепатическое общение. Вот элементом телепатии является ускорение слова, как бы обратный забор слова в сторону человека. Вот как я объяснял, идет концентрация воли, да, от внешних объектов. В данном случае, если концентрировать свечение от мысли по одному направлению действия, вы можете передать информацию без слов, без звука даже, в телепатии. И тогда получается, что смыслом данного действия является передача информации, и информация передается. Так же делает и Бог, кстати. Он только направляет свое какое-то усилие, и это усилие реализовывается. То есть, чтобы, например, что-либо свершить, там, сделать управление, часто достаточно сосредоточить какой-то свой внутренний или там, внешний уровень на какой-то задаче, и задача реализуется, потому что вы правильно, без помех передаете информацию. Часто реализация – это передача смысловой информации. То есть стоит вам только объект управления убедить, что это нужно, там, ему, да, например, и управление совершается. То есть почему вот я говорю, нужно делать обязательно через макроспасение. Макроспасение нужно всем. Как только объект управления, неважно, что это, лечение заболевания или вообще какое-то действие, начинает распознавать макросмысл вашего действия, он допускает решение этой задачи у себя, но на основе свободы воли, да, его самого. И получается, что Бог также создал задачу, получается, макроспасения для всех, да, макроразвития, там, бесконечного развития, чтобы люди одновременно на полной свободе воли могли двигаться в сторону вечного развития. То есть задача вечного развития – это и есть движение, то есть это и есть путь, это и есть фактически уровень самого вечного развития в условиях взаимодействия людей. Это в логическом, как бы, смысловом понимании. Я просто-навсего применил, как бы, именно смысл, некий такой аналитический данного процесса. И исходя из этого мы можем видеть смысл тогда детального действия. Почему у человека где-то на кухне стоит какая-то кастрюлька, да, почему существует картофель и почему льется вода вот в данном случае. Мы сразу начинаем видеть, что существует водопровод. Это система диагностики. Вот как только мы углубляемся в смысл действия и самого слова смысл, да, мы начинаем прогнозировать и начинаем видеть будущее события. То есть смысл в смысле, там третий смысл – это же развитие событий. И смысл действий часто линейный. Вот прогностическая система очень упрощается, если вы вот эту смысловую ветвь, как бы, да, держите у себя в руках и тянете к себе. Например, там вылетает самолет, ну что там смыслов действий не так много. Есть там взлет, полет и посадка, все. Он не должен упасть, да, основной смысл. Вы тянете эти системы на себя, как бы начинаете выкручивать смысловое колесо, эту нить, да, ось, там, как выглядит как некое дерево, больше похожее на пальму. Вот именно в структуре информации. Есть же такое понятие, как пальма первенства, да? Вперед, заходить вперед. Там. Информация, которая впереди, она действительно похожа на уровень этого дерева, геометрически. И когда вы начинаете искать эту информацию и тянуть к себе, то вы видите, что информация становится управляемой, то есть можно влиять на будущее. Здесь, исходя из смысла первичного действия. Ведь основная задача управления все-таки, заложив действие, получить управляемость следующей величины. Да? В будущем эта величина или в прошлом, не суть важно где, или в текущем времени. И получается, что здесь, с точки зрения управления, вот есть там какой-то народно-хозяйственный план, предположим, большой. Как вообще его проследить, да? В условиях, например, рыночной экономики? Достаточно определить смысл вообще одного человека. Вот ему нужно, чтобы у него были товары, питание и вечная жизнь. Все. Вся экономика начинает быть прозрачна сразу. Потому что следующее действие, понятно, что этот завод должен сейчас сделать. И что еще построить. Смыслом действия является сам человек. Для чего вообще тогда существуют эти заводы? И так далее. То есть, получается, выявляя, предположим, структуру смыслового действия, мы можем там строить интегрированную экономику. Не суть важно, какие страны, там, государства. Возьмите вечного человека, вот и все. Возле него располагается вся система развития цивилизации. И исходя из
будущих процессов развития, получается, что смысловое действие, там, логическое, скажем, действие, достаточно интегрированная система с точки зрения каких-то научных систем. Предположим, наука здесь становится управляемой, там какой-то формальный механизм научный опять направлен на жизнь человека, и все. То есть целью и вообще реальностью является только жизнь человека. То есть все существует вокруг жизни человека, в цивилизации, да, в данном случае. Значит, но когда мы начинаем это как бы осмыслять, осмысливать, мы можем, ну, там, используя различные конфигурации этого слова, увидеть с разных позиций. Осмыслять это где-то здесь, оптика осмысливать с этой стороны, можем еще как-то изменить окончание, да? Но смысл действия находится как бы в виде вертикальной, предположим, оси управления, да? Оси времени. То есть в смысле действия ось времени имеет четкую геометрическую конфигурацию. И можно, например, время, в принципе, так брать блоками, переставлять. У вас есть благоприятное событие, да? В прошлом взяли и поставили себе в будущее механизм достижения. То есть вы можете увеличивать свой опыт. И как бы исходя из этого, логически это понятно. Человек всегда ориентируется на то, что в принципе он, ну, как бы сопоставляется все-таки с прежним часто опытом свои следующие действия. Поэтому смысловая вот эта вот ось, она может быть наращена, потому что она может быть таким образом наращена, что не обязательно там что-то механически брать и вытаскивать, как бы и вставить вперед, да, чего-то как бы забирая, чтобы эта система, какова, она, в общем-то, не как вот пирамида выглядит, а как ряд цилиндров. Но, в принципе, иногда она меняет конфигурацию, но это не жесткая всегда пирамида. Вот здесь есть всегда отличие от пирамид, хотя вот с более высокого уровня, значит, выход информации, он все-таки такой, что он достаточно конкретно проявлен как система стока информации. Значит, и когда вы видите вот этот сток, да, информации, то есть идущие линии, то вы видите, как человек, вечно живущий, который стоит сверху, регулирует свои системы, например, оптическим уровнем. Этот человек, он очень четко фактически контролирует ситуацию, потому что он имеет, например, там, смысл вечного развития в своем теле. Тогда вы очень четко находите его клетку, где клетка, которая первоначально начала его развивать в сторону вечности. Просто материальная клетка. Смотрите на себя и находите у себя. И тогда, получается, вы уже имеете мощнейший оздоровительный как бы, вот, ресурс, который, или оздоравливающий ресурс, да, с точки зрения бесконечного развития, который вас уже, в общем-то, ведет на клеточном уровне. Если вы имеете одну такую клетку, значит, вы вечны. То есть к вам, в принципе, подобраться нельзя, по крайней мере, с точки зрения заболеваний. А чтобы там событийная там, картина была благоприятна, ну, добавьте себе 2 клетки еще там, такого типа, другие места какие-то, чтобы они там... ведь у Бога клеточный состав, он такой, что он конструирует как бы на себе информацию, распределение клеточное он делает по аналогии с тем, как он видит человека. То же самое у человека получается, главное, чтобы клетки не слиплись, то есть он должен эти клетки просто распределить. То есть существует система распределения информации. Почему мир многоликий, да? Многообразный? Потому что смысл действия не в едином каком-то импульсе, а в многообразном. И на клеточном уровне четко это видно. Поставив такие 3 клетки, как хотя бы, значит, все, у вас событийная область тоже определена. По крайней мере, в событиях у вас начинается благоприятное действие. И тогда, имея там смысл действия, там, норма здоровья, да, норма событий, что мы в основном и делаем в управлении, значит, норма там, личных целей, да, есть цель созидательного типа. Потому что в этом случае четко видно, что именно только созидательные цели имеют бесконечное развитие. Там, где созидание, там есть вечное развитие. Тогда получается смысл действия созидания. То есть еще получается какая-то такая, как бы, популярно-образовательная система, направленная в сторону созидания. Вот вы настроили систему управления вперед, и вы видите, что вы вечный, да? Вы вечный человек, имеете структуру достаточно простую, то есть знания души обеспечены. То есть вы имеете бесконечное развитие, потому что если посмотреть там, за вас, у вас там все, дальше та же самая вечная жизнь. Вы попадаете в структуру именно вечного развития, получается, что смысл текущего любого естественного действия – это вечное развитие.
И все. Как только вы достигаете такого смысла, вы попадаете в устойчивость, которую вам показал Бог изначально, вашей душе. Вы попадаете в знание собственной души. Значит, вы уже действительно находитесь в вечном развитии. И как только такую позицию вы занимаете, а она является как раз реальной позицией, вот это и есть реальная жизнь, то все события начинают складываться благоприятно. Как бы, или сами по себе, на самом деле, это ваша система управления. При работе с данной системой старайтесь события внешние делать таким, чтобы смысл вашего действия и смысл реализации событий совпадали. Тогда управление будет более когерентным, более эффективным. И старайтесь быстро передавать знания окружающим, которые вы получаете, потому что смыслом еще действия является передача знаний. Причем достаточно эффективно и быстро в данном случае возможна передача знаний. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо большое за внимание.